сейчас мы отправимся в топовую кофейню, которая расположилась в центре Будвы. Пройти это заведение мимо я, конечно, не могла, ведь вместе со своей семьей его открыла моя хорошая знакомая Кристина, с которой мы много лет назад работали вместе в Москве в одной международной компании. Я попросила о встрече, чтобы задать интересующие меня вопросы, и хозяйка заведения дружелюбно согласилась. Заранее извиняюсь за звук, в камере сломалась карта памяти, поэтому выкладываю видео со смартфона. Надеюсь, вам будет интересно. И снова здравствуйте. Привет, дорогая. Я очень рада тебя видеть. Вот хочу познакомить свою аудиторию с тобой и твоим кафе. Уверена, многие сейчас путешествуют по Черногории, так как это простая безвизовая страна с легким приятным климатом. У тебя открылось прекрасное заведение, которое называется Капс. Я просто хочу узнать, как это все произошло, почему именно в Будве. Во-первых, решили мы как-то коллективно. В общем, у нас тут я в этом бизнесе не одна, далеко. Большую часть процесса все равно лидирует Марк, генеральный директор, мой брат. И ввиду всем известных обстоятельств мы семейным подрядом на семейном собрании решили уезжать из России. И когда думали, куда поехать, мы перво-наперво поехали в Турцию, потому что там была возможность оставаться в квартире какое-то время у родителей, они там сейчас живут в Алании. Ну, климат, море, у меня как раз на тот момент только родился ребенок, и мы поехали туда. Но опять-таки из-за того, что с ВНЖ все было очень нестабильно, мы получили отказы все, и за 5 дней собрали чемоданы, опять-таки третий раз уже все пожитки, и поехали в ближайшую безвизовую морскую страну. Это была Черногория. У нас здесь был друг, бывший коллега, который неимоверно полгода кайфовал вообще от того, что здесь происходит. Ему все очень понравилось. И он сказал приехать, попробовать. Ну, мы, соответственно, так подумали, почему нет. Приехали мы зимой, страшно замерзли, вообще не ожидали такого, потому что мы вылетали 10 января, а 7 января в Алании я получила вообще тепловой удар. И, да, и как бы там было жарко. Мы приехали сюда, я приехала в пуховике, в теплых вещах. Мы так нехило померзли. Но мы сразу приехали в Будву, на самом деле, потому что тоже так же посмотрели блогеров, почитали кого-то, с ребятами пообщались, и Будва просто оказалась наиболее развитым с точки зрения инфраструктуры. На тот момент нам казалось городом. Ну, в общем, мы не прогадали. Она действительно, наверное, в большинстве вопросов лидирует. Ну, по крайней мере, на побережье она наиболее развита, в отличие от других городов. И здесь есть возможность там разнообразных пляжей, их много, можно уезжать налево-направо. Ну, в рамках самого города, чего нет, к сожалению, на заливе, на Бока-Которском. Там свои плюсы, но там такой, мы поездили, там такой очень пенсионерский вайб, они там ходят, кайфуют вдоль набережной, но нам с маленьким ребенком, с 7-месячным, это все было нереально. Мы рассматривали еще Герцог Нови, но там город 1000 ступеней, мы приехали с коляской, посмотрели вот так вот наверх и отказались от этой идеи. Здесь, на самом деле, мы недолго думали, мы приехали и начали искать какие-то базовые сервисы, с утра кофе попить. Ну, это был первый запрос вообще, с утра пойти гулять и кофе попить на море. Ну как ты же вот море, вот ты, а кофе нет. К моменту, как мы приехали, уже работали одни ребята, тоже они уже локальные, сеть кофеен, у них уже три кофейни на данный момент, плюс они будут запускать франшизу. Мы посмотрели на них, очень сильно вдохновились, потому что увидели, что вообще это на самом деле не так сложно с точки зрения организации бизнес-процессов. Здесь открытие фирмы и построение самой цепочки, ну, не сильно сложнее, чем в России. Язык так или иначе доступный. То есть и многие уже русские говорят на черногорском, да, и есть бухгалтеры, которые говорят на русском и на черногорском, то есть все это доступно, и мы начали думать, что, и решили остановиться на кофейне, хотя до этого никакой кофейный бизнес не занимался. Наш максимум, я думаю, Юля помнит, это была азбука вкуса с утра, большой капучино, обязательно в очереди из 80 человек. Это Must have. Обязательно, да, в Новинском. И мы подумали, что хотели сделать что-то такое здесь. Марк, понятное дело, взял вообще на себя все вопросы организационные с самого начала. Он искал помещение, мы остановились на этом. Ну, потому что Марк долго там, он сидел, смотрел, какая проходимость, откуда люди идут, куда идут. Дом этот был мертвый, вообще еще здесь ничего не было. Здесь жили несколько местных, в квартире сербов, которые на лето приезжают. Хотя, ну, дом очень колоритный, и он находится в достаточно хорошей локации. Здесь торговый центр, здесь МУП, дорога в старый город.
То есть он проходной, получается, через весь город идет, ну, весь город может прийти сюда, грубо говоря, если правильно организовать логистические пути туристические, то они сюда так или иначе придут. И вот, мы остановились на этом помещении, но дальше мы столкнулись с тем, что все, что нам нужно, его здесь, ничего этого здесь нет. Ну, то есть банально, мы когда делали ремонт, бригада наша, она не могла подобрать, там, я не знаю, шпаклевку, потому что она вообще другая. И она не та, что в России, они не понимают, как с этим работать, почему это все было достаточно долго, затянулось. Оборудование, ребята, Марк ездил в Сербию, мне кажется, как все домой, 108 часов, он сел в машину, все встречи. Как раз на тот момент приехала мама, очень помогала в начале всех этих процессов. И мы, на самом деле, чудесным образом, благодаря, наверное, интуиции мамы и каким-то таким базовым ее предпринимательским навыкам, мы нашли, во-первых, классного поставщика кофе, действительно классного. И уровень его кофе на несколько голов выше, чем то, что было здесь представлено, даже сильно лучше, чем то, что на европейском рынке есть. Понятно, что есть там лидеры вообще в индустрии, которые, кстати, сейчас у нас тоже вышли, и мы с ними сейчас обсуждаем наши новые условия потенциальные выхода вообще на рынок очень крутого европейского зерна, на рынок Черногории. Но мы остановились на этом поставщике, потому что все было достаточно понятно. Сербская логистика быстрая, он обжаривает зерно, и через 4-5 дней при хорошем, ну, при своевременном формировании заявки, все это уже у нас на складе. Все, оборудование поставили, пригнали ребят. Очень много классных баристов вообще, в принципе, сюда приехало. Очень много ребят научилось за год работать на разном оборудовании. Здесь уже бариста — это одна из самых востребованных специальностей, на мой взгляд, с достаточно высокими зарплатами по рынку. И ребята уже реально научные. То есть тут нет как бы индустрии кофейной, здесь нет кофейной школы, здесь нет там комьюнити такого, как в России, здесь не будет сертифицированных тренеров, да, но здесь ребята вот из-за того, что приехало много компетентных специалистов в разных областях, вот они все постоянно учатся, мы друг у друга учимся, и у каждого свое понимание, у каждого свои скиллы, и они вот друг другу их все передают, ну и мы, я имею в виду, как предприниматели. Скажи про формат, у вас же еще есть и коктейли. Да, коктейли, и еда, и десерты, все это тоже искалось в процессе, на самом деле, потому что мы прощупывали просто то, что аудитории нужно. Понятно, что кофе — это ну, такой основной продукт, в котором была потребность у экспатов. Плюс, ну, здесь есть нюанс. Черногория, как, например, Турция, это рынок, это страна со своей кофейной культурой, так или иначе. У них она строго определенная. И в таких странах чаще всего культура спешлти кофе, она приживается очень плохо, потому что спешлти всегда на порядок дороже, это на порядок сложнее вкусовая палитра, и надо объяснять, почему не то, а это классно пить, да, как бы люди здесь к этому не готовы были. Сейчас, конечно, ну, интерес большой появляется у ребят, они как-то там, ну, кто-то интегрировался в эту кофейную культуру, кто-то нет, но то есть уже есть какое-то понимание, что бывает по-разному. И плюс, ну, количество кофеин, понимаете, оно очень большое, вот оно тут и там, и там, и тут. Как вы выживаете в такой конкуренции? На самом деле хорошо выживаем, потому что это, на примере нашего с тобой опыта, соседство нескольких сетей крупных сотовых операторов, Так. дверь в дверь, оно увеличивает общий трафик, и этот трафик размазывается между этими операторами. Если бы ты стоял один, этот трафик, возможно, до тебя бы и не дошел. А если бы он дошел, ты бы не смог его обработать, просто ввиду того, что запрос выше, чем возможность твоя дать услугу. Соответственно, так получилось, что вот мы с ребятами это все размазываем, гости ходят между нами, туристы тоже там сравнивают, читают, то есть здесь уже такая конкуренция на репутацию. То есть ты здесь, ну, ты не можешь здесь, у тебя нет права на ошибку. Кто ваша аудитория? Это туристы или это местные, или это микс? Как Это ты ее микс. понимаешь? Мы начинали в основном с экспатов, конечно, в принципе, русскоговорящих. То есть у нас абсолютно интернациональное заведение, у нас и работают ребята из разных стран. Потом потихонечку начали приходить местные. Сначала там из ближайших каких-то заведений, офисов, потом их друзья, потом друзья друзей. Сейчас, конечно, местных не очень много ходит сюда. Но они, в принципе, предпочитают уезжать тоже на лето из совсем туристических городов. Сюда, наоборот, приезжают люди из Сербии или, например, наоборот, из севера Черногории, у которых здесь бизнес-стейтинг. Поэтому такая публика миксованная. Ну и туристы. Конечно, к сезону стало понятно, что туристы там, ну, 40% сейчас от общего трафика, да, занимают там, 40%. А средний чек, если не коммерческая тайна? Ну, так не
очень, конечно, хочется раскрывать всю информацию, но он варьируется, на самом деле, где-то от, наверное, 5,5 до 7,5 метров. 7,5 в зависимости от сезона. Опять-таки, Какой напиток наиболее популярный? большой капучино. Большой капучино. Большой капучино, американо и двойной эспрессо. Супер. А какие планы по расширению? Или это тоже лучше не Нет, говорить это сейчас? абсолютно никакой коммерческой тайны нет. Мы хотели открывать второе заведение, именно кофейню, именно под этим брендом. Мы сейчас на данный момент этот вопрос поставили на паузу, потому что рынок начинает заполняться очень активно. Очень много турков приехало, которые открывают тоже много кофейн. Тут надо просто понять, куда вставать и имеет ли это сейчас смысл. Но у Марка один большой проект в Подгорице, это совсем другая история, это большой ресторан европейской кухни, который почти закончен, будет открываться, я надеюсь, в сентябре. И, соответственно, вот когда откроется, я бы вас пригласила с удовольствием уже посетить этот ресторан, потому что Подгорица — это совсем другой город, это совсем другая бизнес-модель, это полноценный, это столица, несмотря на все ее небольшие размеры, и другой контингент, другое позиционирование. Кофе останется наше, потрясающе вкусное, но концепция уже будет намного шире, поэтому мы решили немножко диверсифицировать портфель и сами бизнес-проекты пробовать немножко другую нишу. Еще у меня такой вопрос, чисто бытовой пользовательский. Принимаете ли вы карточки? Почему? Потому что здесь мы везде спрашиваем, do you accept cards? Нам говорят, нет, наличные. И мы вчера ходили, искали заведения, где принимают карты. Мы, конечно, принимаем карты. В первую очередь, на самом деле это был очень большой квест, потому что получить здесь терминал достаточно сложно, ввиду того, что мы открывались в середине сезона. Терминалы здесь регулируются Центробанком, насколько я понимаю, то есть их количество и выдача. И если их нету, их физически нет. То есть мы ждали, пока кто-то его сдаст, там закроет сезон, сдаст терминал, и мы там терминал, по-моему, получили только в сентябре или в октябре. Но для нас было принципиально важно принимать оплаты картой, ввиду того, что наша основная аудитория была экспатская на тот момент. Поэтому мы всячески крутились, чтобы эту опцию сделать. Сейчас все работает, все хорошо, как мы понимаем. В общем, вы крутые во всех смыслах слова. Вообще, да. Да. И, конечно же, хочется пожелать вашему бизнесу семейному только счастья, добра, развития, расширения успехов. И хотелось бы немножечко поговорить о тебе, потому что ты такой драйвовый мотиватор. Я вот говорю, по сравнению с Кристиной, чувствую себя пенсионером, потому что у меня нет столько энергии. У меня даже таких планов амбициозных нет. Мне вот интересно, как вот люди приходят в бизнес? У меня сыграла семья. Вот если бы здесь не было Марка, мы бы ничего этого не сделали. Это 100%. Если бы не было мамы и, вообще наших родителей, моей мамы, его папы, которые всячески поддерживали все наши решения на пути к Капсум сейчас и ко всем дальнейшим нашим проектам, которые вкладывали силы, помогали деньгами, как могли, да, чтобы мы могли здесь находиться. И, потому что курсы, курсовые скачки, этот первый год в эмиграции, это было все ужасно, конечно. Ты просто выживаешь, ты проживаешь эти дни, day by day, ты не понимаешь, за что тебе хвататься, на что тебе опереться. Когда ты чувствуешь фундамент в моем случае, в виде семьи, которая просто как крепость под тобой, и ты уже ничего не боишься. Такой, не получится, значит не получится. Получится, круто, и получается. Потому что я вообще сторонник того, что когда ты делаешь, оно получается. Хуже, лучше, ты каждый раз стараешься делать лучше и делаешь лучше, но главное делать. Тут самое важное не останавливаться. Главное делать и не останавливаться. Да? Ты уже понимаешь сербский? Можешь сама на нем говорить? Я понимаю. Понимаю плохо, но в базовых вопросах, да. На слух достаточно хорошо воспринимаю, плохо читаю. Говорить пока не могу. Но так как у нас очень узкий круг общения с местными, он маленький, у нас несколько знакомых черногорцев. Ребенок ходит в черногорский садик, она уже говорит на черногорском. Я ее не понимаю половину, потому что она говорит на детском черногорском, а детский черногорский — это миньонский язык. Ребенок будет маму обучать. Вообще, да, у нас так и сложилось, что в большинстве, в нашем сообществе родителей, чьи дети ходят в черногорский садик, там уже дети учат родителей реально, как разговаривать, как правильно, как надо ударение поставить, как ты неправильно это слово говоришь, она песни поет на черногорском. Но в целом на слух воспринимаю, да, и я, и Марк, и муж у меня тоже. Муж учит сам по Ютубу, например. Он уже может говорить, но ему как раз сложно дается слуховая вот эта история, потому что черногорцы, когда знают, что ты говоришь на русском,
они, говоря на черногорском, стараются делать это медленнее и понятнее. И более того, это мне так показалось, я не знаю, сколько это правда, но мне кажется, что в Будве, например, они используют как будто немножко другое, не наречие, но, в общем, они так миксуют слова, что они используют синонимы русские, даже говоря на черногорском. Например, поедешь на север, там вообще непонятно черногорский язык, то есть он слишком локальный. Здесь понятнее. И они говорят медленно, и ты понимаешь. А когда ты начинаешь говорить с ними на черногорском, они такие, о, и все, и там со скоростью звука, и все, и ты ничего не понял. Я вот сейчас только что была у нотариуса, я 5 раз его переспросила, поняла с 5-го раза, потому что он замедлился в 3 раза, и только после этого я поняла, что, ну, в целом понятно. Ну, мы же с документацией работаем. Так или иначе, ты уже просто заучиваешь банально слова какие-то, в контексте понимаешь. Стоит съездить. В Жабляк, однозначно. Вообще на север, в Дурмитр, 100% в любое время года это будет удивительное место. Второй национальный парк – это Проклятие, потрясающее место. Там просто дорога в путь ехать сложнее. А в Дурмитр дорога прям за кадром. Это Будва. Ну, это прямо вот то, что мне кажется важно, потому что Черногория южная и Черногория северная – это очень разные вещи, она невероятно колоритна. Скадарское озеро, да, посмотреть обязательно. Там со стороны Албании на Скадарском озере вылетают розовые фламинго. Это один из немногих мест в Европе, где можно встретить розовых фламинго. Мы Но со чуть-чуть стороны Албании. доехали, чуть-чуть. Мы были на Скадарском озере, но со стороны Черногории. Да, вот они там еще чуть-чуть южнее Надо и было, да, живут стаи розовых фламинго. Конечно, Котор невероятной красоты. Вообще сам Котторский залив, весь проехать от Котора до Герцег-Нови, через Пирас-Тересан, полюбоваться невероятным фьордом. Это, опять-таки, это, наверное, единственный южный фьорд в Европе. Мы привыкли, что фьорды в Норвегии, а здесь сам залив Котторский, он сформирован фьордом, поэтому лайнеры могут заходить, там огромная глубина, он невероятно красивый. Я не рекомендовала бы подниматься наверх, там вот такой вот серпантин примерно, вот такой. Я не знаю, зачем это нужно. Можно на этой подняться, да, на канатке, на фуникулере. Серпантин очень красивый. Вот, он красивый, но он серпантин. Но он серпантин. Да, а фуникулер также наверх, и будет весь вид как на ладони. Здесь есть, где там еще самое, Свет и Стефан, это визитная карточка, понятно, это пляж Королевы, пляж Короля, Мелочер, это очень красивый парк. Розовые камни, голубое, зеленое Адриатическое море фантастической красоты. Но я вот есть еще здесь крепость, в ней отель, но я не помню, как она называется. Что-то на Мэ. Ну ладно, это не важно. А там, там просто очень круто, она стоит в море, на острове, на нее приплывают, там отель, там проводятся банкеты, свадьбы, разные мероприятия. Ты прям в этой крепости австрийской на острове сидишь, ты пьешь просекко с видом на лугу. О, это бы я хотела. Вот. Я вспомню название, я тебе отправлю. У вас, кстати, очень хорошая просека. Спасибо. Вот, очень легкая, приятная, и вообще у вас очень хорошая атмосфера, это чувствуется. Какие хозяева, такая и атмосфера. Вы старались. Спасибо за то, что нашла время побеседовать со мной и познакомиться с моими зрителями. Желаем еще раз огромной удачи, всего самого наилучшего и спасибо еще раз. Кстати, в июле кофейня отметила год со дня открытия. Поздравляем основателей и желаем, чтобы хорошее кофе как можно дольше оставалось здесь не только фактором социализации, но и магнитом притяжения хороших людей.